Хей, вот и снова я, и я рада приветствовать вас во втором выпуске разборов серии Fate the Winx Saga, сериала адаптации Winx от Netflix. Сегодня мы с вами вместе рассмотрим вторую серию первого сезона, и я покажу вам классненькие отсылочки к оригинальному мультсериалу, расскажу, что позаимствовали из кельтской культуры, ну и просто поделюсь своим мнением и небольшой критикой. Напомню, что это мое второе видео с разборами сериала Winx от Netflix, рекомендую их смотреть в хронологическом порядке по ссылке вот здесь, и надеюсь, что вы уже подписались на мой канал и включили все уведомления, чтобы никогда ничего не пропускать, но я представлюсь. Всем привет, меня зовут Оля, но ты можешь называть меня Уна Пата, что означает добро пожаловать на мой канал. Как и в прошлый раз, начнем с названия серии. Эта серия называется No Strangers Here, или Здесь нет чужих. No Strangers Here — это отсылка к фразе, которую приписывают Йетсу, о котором я уже говорила и в предыдущий раз. На самом деле, каждое название первого сезона отсылает каким-то образом к Йетсу, особенно это видно по книге, которая у нас еще не вышла, но на английском она уже вышла, и там каждая глава начинается с строк из произведений Йетса или с его какими-то фразами, цитатами, и это, конечно же, не исключение. Полностью фраза звучит так: There are no strangers here, only friends you haven't yet met. Здесь нет чужих, только друзья, которых ты еще не повстречал. На самом деле, это одна из самых спорных фраз, потому что так и непонятно, говорил ли на самом деле такое Йетс или нет. В интернете есть множество разных мнений, но знатоки произведений Йетса все-таки говорят, что это не очень на него похоже. Возможно, он где-то там когда-то при жизни такое действительно сказал, но 100% информации нет. Но здесь все-таки решили поверить, видимо, интернету, потому что по интернету много очень вот этих вот вдохновляющих картиночек ходит с красивыми пейзажами, с этой фразой и с подписью то, что это сказал Йетс. Серия начинается с кадра, где мы видим Фару и Сильву. Они вспоминают времена, когда они боролись с этими горелыми, и это напоминает мне моменты, когда Фрагонда в оригинальном мультсериале вспоминала золотые времена команды Света. Они добрались до амбара, где все это время был сожженный, который в прошлой серии гонялся за Блум, и Фара хотела залезть к нему в голову для того, чтобы узнать, единственный он такой или нет. И несмотря на то, что он был под специальными транквилизаторами, во время этого обряда он начинает себя вести там неадекватно, нашу Фарочку напугал. И из этого мы понимаем, что в предыдущий вечер Би неплохо так сработала. Хорошая работа, Олег. Наступает новый день, и нам наконец-то сегодня покажут много магии. Да, в этой серии достаточно много магии. И если бы такое количество поддерживалось бы во всех сериях, я думаю, сериал бы оценили намного лучше. Один из самых классных моментов, который меня очень сильно умиляет, это стеснение Терры. На самом деле, тема грустная, конечно, она в какой-то степени, видимо, стесняется своего тела, и она все никак не может переодеться, потому что в ее комнате есть соседка Муза, которая ощущает ее стеснение и не дает ей нормально, в общем, переодеться. Она направляется в ванную, хотела там переодеться, но тут заходит Аиша, которая вообще без комплексов, перед ней садится там сыт. Момент, когда она садится на толчок прямо перед Террой, забавный, конечно, но в то же время в этом действительно нет ничего особенного. Она сама рассказывает, что она участвовала в соревнованиях по водным видам спорта и как-то особо не стесняется девчонок. Я когда-то тоже ходила в бассейн, и там реал была общая душевая, ну, отдельно женщины, отдельно мужчины, конечно же, но в целом никто никого не стеснялся, и как-то норм был. В результате, после всех этих потрясений, Терра побежала в комнату Стеллы, которая так и не пришла ночевать в апартаменты Винкс, и ее там все равно настигли, но она хотя бы переоделась. Да, кстати, у Стеллы здесь одна комната на одну персону, точно так же, как это было в оригинальном мультсериале. Единственное, что здесь она как бы второкурсница, а все остальные девчонки, с которыми она живет в одной квартире, они первокурсницы. В оригинальном мультсериале было же так, что она вылетела с первого курса и повторно в этом году поступала вместе с остальными Винкс. И, в общем, да, Стелла возвращается после ночи любви со Скаем, и только при разговоре с Музой, когда она ее пыталась оскорбить тем, что назвала ее принцессой, Блум узнает, что Стелла, как бы королевских кровей, является будущей правительницей Солярии, где они сейчас и находятся. Мне вообще показалось, что это изначально было понятно, не? Снова появляется моя пусечка Беатрикс, из-за которой ученица скандала в этой серии. Просто обожаю. Она, в общем, приходит к мисс Даулинг, опять начинает к ней подлизываться и говорит, какая у нее потрясающая прическа. На самом деле, прическа реально топ. Я уже говорила, что в этом сериале прически у мисс Даулинг это просто божественно. И мне очень нравится, что конкретно эта прическа довольно сильно похожа на прототип. И мы попадаем в одно из живописнейших мест этого сериала. Это место тренировки для фей под названием Каменный круг. Здесь магия феи увеличивается, и с одной стороны это дает больше возможности тренировки, упрощает ее, и с другой стороны показывает, насколько на самом деле фея может контролировать свою силу. Посередине этого круга на пьедестале стоит специальная чаша, которая наполнена чем-то вроде горного хрусталя, и мне она сначала напомнила ту чашу, в которой хранились водные
звезды в 3-м сезоне. Возможно, конечно, вдохновлялись и этой штукой, но вообще в истории кельтской культуры тоже встречались подобные артефакты. Например, широко известен котел из Гундерструпа, он сделан из серебра, имеет на себе мотивы, отражающие знаковые моменты жизни людей в то время. Но больше всего эта вещь мне напоминает так называемую подвесную чашу. Она была чуть поменьше, чем та, которую мы видим в сериале, но у нее также по бокам были специальные пластины, на которые были крючки, за которые как раз ее и подвешивали. Так до сих пор и неизвестно, для чего она в основном использовалась, но вроде как говорят, что все-таки, скорее всего, ее использовали для религиозных обрядов. Фара говорит о том, что первый курс будет посвящен только тем стихиям, под которыми каждая фея была рождена, и уже на следующих курсах они будут учиться овладевать и другими оставшимися стихиями. На самом деле это звучит интересно, то есть получается у каждой феи есть возможность овладеть всеми стихиями, и скорее всего Фара как раз и владеет всеми силами. Вау! Далее Фара описывает свойства и особенности стихий, и выходит, что каждая сила довольно обширная. Например, вот у Лейлы вода, и она связана как с океанами, так и с молекулами каждого живого существа. Здесь, конечно, волшебные силы феи намного более обширные, чем в мультсериале. Я понимаю, что у многих наверняка вызывает много вопросов новые силы Музы, потому что в мультсериале она была феей музыки, а здесь она вдруг стала феей разума. И как раз в книге намного интереснее описана ее сила, как она проявляет себя в реальной жизни. И в книге визуальная составляющая силы Музы описаны как звуковые волны, то есть все-таки связка какая-то есть. Еще одно отличие сериала от мультсериала заключается в том, что кроме рук у девочек также зажигаются глаза во время использования их волшебных сил. Например, у Терры, феи природы, это зеленый цвет, а у Беатрикс, феи воздуха, это такой серый цвет. Ну а у Блум пока ничего не получается, вот глазки там что-то зажигаются, но в целом что-то не идет. А все почему? А потому что нервничать надо меньше. После занятий Блум буквально в лицо Фаре кидает претензию, что та ей ничего не рассказала, что Блум подменыш, и что Майк Ванесса не ее родные родители. Вот это мне больше здесь, вот в сериальной Блум нравится, чем в мультсериальной, потому что как-то, знаете, в мультсериале она еще там полсезона выясняла, кто она на самом деле, в то время как Фара от нее все это вообще-то скрывала, и она даже ни разу к ней не пришла, не сказала, типа, что за дела. Далее мы лицезреем первое появление Кэт, это девушка-специалистка. Да, если вы не знали, в этом сериале есть не только мальчики-специалисты, но и девочки-специалистки. Это такой ноу-хау, потому что в мультсериале не было такого. Были только мальчики-феи, но это тоже тут присутствует, как вы знаете. Ривен становится свидетелем ярой переписки Дейна с Террой и начинает подкалывать первака. Из этой сцены, особенно в книге, мы узнаем, что Ривен довольно такой закомплексованный, что ли, или еще не разобравшийся в себе персонаж, потому что он все время ощущает себя как бы под крылом Ская. И это, конечно же, есть так, но он хочет тоже быть, типа, лидером, он тоже хочет быть наставником, он тоже хочет иметь власть над другим человеком, хоть в какой-то степени, и он видит Дейна своим подопечным, поэтому он, в общем-то, к нему и там подкатывает. Стелла обращается к Скаю за помощью в поисках кольца Солярии, как вы помните, его в прошлой серии забрал с собой Горелый, и их разговор прерывает Сильва, местная смесь Кадаторта и Саладина. Эта сцена имеет какой-то вайб, располагающий на шип Стеллы и Сильвы. Но, наверное, он все-таки староват. А жаль. Мне очень нравится находить в этом сериале отсылки на кельтскую культуру, потому что сама довольно давно уже увлекаюсь этой темой. И вот мы видим, что Блум достает книгу, на обложке которой написаны кельтские руны. А по телефону маме говорит, что у них самое обычное занятие. Ну да. Да, если что, ее родители пока сами не знают, что Блум фея, и сказала она им, что она уехала в Швейцарию. Сцена, где Беатрикс перехватывает Ривена после занятий и делится с ним своим коварным планом, говорит, что они могли бы быть классной командой, конечно же, отсылает к 9 серии первого сезона, где Муза заметила Ривена вместе с Дарси в баре, из-за чего у всех потом были крупные проблемы. Муза, кстати говоря, в этой серии встречает его загадочного парня в зеленом жакете, при виде которого хаос в ее голове затихает. Эта сцена натолкнула меня на мысль, что, возможно, феям, благодаря своим силам, немножечко проще найти того самого или ту самую, ну вот хотя бы в ситуации Музы именно так случилось. Ну и забегая вперед, они в результате познакомятся в этой же серии не без помощи Аиши, его имя Сэм, он фея Земли. И эта история, конечно, полная противоположность того, как начались и развивались отношения Музы и Ривена, об этом я, кстати, делала отдельное видео. Сэм мне вообще больше напоминает Джареда из второго сезона оригинального мультсериала, был там такой один парнишка, который тоже подкатывал к Музе, но она ему тогда отказала, потому что была слишком увлечена Ривеном. Сэм пытался выпутать из Музы, чем же он так ей понравился, и Муза, видимо, ему ответила, что ей был близок его внутренний голос. Он начал выпрашивать ее, на что он похож, как он звучит, и предположил,
предположил, что он может быть похож на голос Энни. И здесь он, конечно же, говорил об ирландской исполнительнице Энни. 100% вы слышали ее песню. Скорее всего, слышишь. В общем, Сэм очень хорошее мнение о своем внутреннем голосе, я так скажу. Карта Алфеи, конечно, сразу же мне напомнила карту с 3 школами Магикса со старого сайта Wings. Здесь, по сути, объединены сразу 3 школы в одной. Алфея и Красный Фонтан точно. Про ведьму, про Облачную башню мы как-то пока ничего не слышали, но мы-то с вами все знаем. Во время обсуждения плана по спасению кольца Стеллы, Скай как бы так заботливо, вежливо присаживается к Блум, спрашивает у нее, как у нее дела, как она себя чувствует. Мне дико нравится лицо Стеллы в этом кадре, просто шедевр. Забавно, конечно, получается эта ситуация в глазах Стеллы. Сначала Блум пытается увести у нее парня, потом она теряет ее кольцо, и вообще она подменыш, и какая она ужасная. Да, вот так живем. Но надо признать, Стелла сохраняет просто королевское спокойствие. Я бы на ее месте там бы уже всех разнесла вместе со Скаем. Ну да, правильно, у меня просто нету матери деспота. Скай, напомни, где его могут держать? После обсуждения Скай нагоняет Блум в саду, который расположен рядом с Алфеей, и как же сильно он мне напоминает сады Солярии, которые были в 3-м сезоне. Тем временем Беатрикс и Ривен пробрались в кабинет мисс Даулинг и ищут там какие-то секреты. Ну и Ривен начал ныть, что ему плохо, что ему хочется покурить. Беатрикс ему посоветовала скрутить косячок. Мораль всей ситуации: девочки и мальчики, не курите, иначе будете такими же, как Ривен. Снова нам показывают красоты Ирландии, и Блум отправляется в каменный круг для того, чтобы потренироваться со своими силами. И здесь, откуда ни возьмись, появляется Стелла, которая своими словами вызывает у Блум гнев, ярость, такие негативные сильные эмоции, с помощью которых на раз-два у Блум получается призвать свои силы. Ничего себе. На деле, как потом Аиша сказала, это плохая тактика, потому что негативные эмоции нестабильные, и они не продлеваются долго. В общем, такой себе урок от Стеллы. И мне кажется, как раз из-за этой сцены многие возненавидели Стеллу именно в этой интерпретации. На деле, мне кажется, здесь Стелла пыталась все-таки помочь Блум и таким образом вызвать у нее вот эти вот силы, которые она никак не могла вызвать. И, скорее всего, это просто отголоски того, как саму Стеллу учили управлять ее силами. Армия королевы вместе с Сильвой направляются в амбар, где как раз и находится сожженный, для того, чтобы его перевести в другое место, где получше охрана. И там они сталкиваются с определенной проблемой. Видимо, примерно отсюда был вырезан кусочек, который, тем не менее, слили в интернет, и я вот вам сейчас его и показываю. Милейший момент из оранжереи Алфеи, где Дейн вместе с Террой делают зелье зомбак, которое как раз и является, типа, транквилизатором против сожженных. Кстати говоря, в 6-м сезоне в оригинальном мультсериале тоже фигурировала оранжерея Алфеи, которая, мне кажется, чем-то даже похожа на оранжерею из сериала. Мне очень понравилось, как Беатрикс подколола Ская по поводу того, что он встречается, по сути, со своей копией. Наверное, именно поэтому мне никогда не казалось хорошей идеей шиперить Стеллу и Ская. Слишком просто. Обожаю, что в этом сериале между Стеллой и Аишей летают такие искры вражды. Вспомните, во 2-м сезоне у них тоже были проблемы во взаимоотношениях как раз до того, как они получили чарминг. Интересно, что некоторые вытягивают руку, прежде чем пройти через барьер, а некоторые просто проходят. Что это? Недоработка. Забыли протянуть руку. Почему? В общем, девочки пришли в амбар, там никого. Рядом поле боя, где все, кроме Сильвы, превращены в фарш. Я даже на ютубе показать такое не могу. Стелла убежала в Алфею, чтобы привести кого-нибудь на помощь, потому что сама оказалась слегка бесполезной и в результате вообще слилась. Блум пошла на голос вглубь леса и в результате напоролась на Горелого. И слава богу, Аиша была рядом и снова ее спасла, иначе это была бы последняя серия саги. В результате кольцо спасено. Кстати, момент, когда Блум достает кольцо из сожженного, немножечко напомнило мне, как в оригинальном мультсериале Стелла нашла кольцо в куче мусора в комнате ведьм. Сильву доставили в Алфею, начали экстренно лечить от вируса упыря, а Муза узнала, что Сэм — это брат Терры, и как-то очень сильно удивилась. Что такого? Бывает. В контексте всего происходящего из разговора Беатрикс с ассистентом Даулинг Каллум становится понятно, что все это заварила сама Би, чтобы пробраться в потайную комнату директрисы. И я так поняла, что Каллум в сговоре с этой ведьмой-феей, потому что они, в общем-то, разговаривают там на своем языке, о чем-то своем, не всегда понятно. И он упомянул, что некто он послал сделать это именно Беатрикс.
кто же этот он? Как вы думаете? Я обожаю эти сцены со сложным выбором, где Скай стоит между двумя девушками. С одной стороны у него полуголая милашка Блум, а с другой мама Солярия, которая приглашает его очень настойчиво в ее собственную комнату. И вот конец дня, Блум и Аиша миленько общаются, обсуждают, как прошел день, делятся своими впечатлениями, эмоциями. Мне очень нравится, что Аиша для Блум стала такой второй мамой в Алфее. Она такая очень заботливая, внимательная. Подождите, что у Блум с глазами?